Привет, привет, друзья! Я с вами, юрист Валерий Табаков, с побережья Болгарии. Вот за мной, если вы видите, побережье Черного моря. Там вон вдалеке Несебр. А здесь вот поближе это Солнечный берег. А там вот дальше это тоже побережье и Святой Влас. Так что я веду трансляцию. Сегодня 19 апреля 2026 год. Температура где-то плюс 16 воздуха в тени. Все в порядке. Ракеты не летают, как в Украине. Что же там в той Украине творится? Ну, конечно, лично я слежу за судебным процессом по делу Фарион. Он очень интересный. Поэтому частично этот эфир я тоже посвящу именно этому вопросу. Ну, может быть, порассуждаем о стрелке в Киеве вчерашнем. Тоже интересный момент. Что, как, почему, мотивы. Так, кто хочет в гости, заходите. Можете сейчас, можете потом. Проведем диалог в прямом эфире. Могу показать сам берег, саму воду. Но пока еще никто не купается. Так. Расходка, да? Расходка — это, если перевести на русский, прогулка по-болгарски. Где утиваш? Куда идешь? На расходку. На прогулку. Вот. Ну что, друзья, кто-то собрался, кто-то может потом еще присоединиться. Да, итак, что касается дела Зинченко, которого обвиняют в убийстве знаменитой филологини, общественного деятеля, националистки Ирины Фарион. Ну, напомню, что, кто не знает, 19 июля в преддверии праздника святого Ильи, пророка, она была убита выстрелом в голову. Ну, немного полежало ее тело во дворе на Масарика 3. Потом оно было доставлено в больницу, клинику Святого Пантелеимона, где она неоднократно получала медицинскую помощь, где ее все знали. В общем, потом провели, ее отключили там уже через некоторое время от системы жизнеобеспечения с согласия ее дочери Софии Особы. Короче, все это было несовместимо с жизнью. Ну, недавно я исследовал декларацию Софии Особы
поначалу я прямо сказал, что, в принципе, можно представить, что мотив на убийство своей матери имела София. И, ну, и анализ ее декларации, которую она подала 31 марта этого года, он тоже показывает, что она получила щедрое наследство от Фарион, около 2 миллионов гривен наличными, да, около квартиру в центре Львова на Масарика 3, площадью 48 квадратных метров. Ну и кучу подарков еще. То есть фактически она стала миллионершей, но еще и требует 15 миллионов от обвиняемого Вячеслава Зинченко. Ну, в общем, превратила, так сказать, горе, да. Они еще и убили и мужа, отца ее детей, Василия, за которого она получает 15 миллионов гривен. То есть такие вот социальные выплаты. Пенсию оформила на детей. Ну, короче, не упускает шансов, да? Ну и говорит, что эти 15 миллионов, которые она рассчитывает получить от Зинченко, она направит на ВСУ. Кроме этого, она еще пользуется охраной, ну, вернее, ВИП-охраной, да, которую ей назначил суд, потому что, ну, суд установил, что ей угрожают сторонники Вячеслава Зинченко в соцсетях. Эта ВИП-охрана тоже стоит денег налогоплательщиков. То есть все социальные выплаты, то есть, которые платятся за мужа, вот, за ВИП-охрану, она тоже стоит где-то 2 миллиона гривен в год примерно. То есть они все, ну вот, за счет граждан Украины, за счет налогоплательщиков. И так посмотреть ее там активы, в том числе и денежные, там и дом, и землю. В общем, она крупный миллионер. Вот. Крупный миллионер. И Зинченко объявил же голодовку, если кто не знает, потому что он считает, что его права конституционные на защиту в процессе нарушены судом. Они не удовлетворяют его ходатайство об исследовании доказательств, которые подтверждают его алиби. Поэтому он объявил голодовку. Ну, в общем, на фоне этого Зинченко, голодающего, сидящего в камере 23 часа в сутки в сырой, значит, эта София Фарион все больше и больше набирает вес. То есть ее лицо скоро уже не будет, ну, на обычной дистанции помещаться в объектив для трансляции. Ну, в общем, ее вес, ну, по моим оценкам, примерно 120 килограмм. То есть это может быть, ну, не связано с какими-то нарушениями обмена веществ. То есть это, можно сказать, нормально, или может быть и связано с нарушением обмена веществ, которые вызваны лекарственными препаратами, которые применяются для лечения психиатрических расстройств. То есть я тоже сталкивался с таким. То есть если уколоться препаратами, стабилизирующими психику, ну, то ли французского там производства, они бывают такие, что один укол действует 6 месяцев. Периодически нужно в ногу, значит, уколоться и ходить себе раздувать щеки. Если честно, психические расстройства, они, ну, такого плана, да, то есть они не могут быть диагностированы так вот навскидку, на взгляд, да. Я сталкивался в одном моменте, значит, даже в двух моментах интересных, что было там у меня одно дело, я представлял интересы человека, у которого была инвалидность, установленная комиссией,
инвалидность по шизофрении, и она там ну, в суд подавала для признания своих действий, совершенных в невменяемом состоянии, то есть не руководила своими действиями. И нам пришлось, как бы другого не оставалось, подать заявление или ходатайство о проведении ее психиатрической экспертизы. То есть действительно ли она совершила, то есть отказ от наследства в таком особенном состоянии, когда не руководила своими действиями. Была назначена экспертиза, и вот она, инвалид, значит, идет на эту экспертизу, экспертиза проводится, и что получается в результате? В результате получается, что экспертиза установила, что она не больна психически, то есть руководит нормально своими действиями. Вот. И дальше вывод экспертизы. Значит, поскольку она не больна сейчас, а психические, психиатрические заболевания по доктрине украинской, старой советской, не лечатся и самопроизвольно не проходят, значит, вот, значит, она не была и больна вот тогда, когда она писала это заявление об отказе от наследства. То есть вот такой один случай, да, а второй случай, ну, там человек, которого я лично знал, она попала в клинику там для лечения, ну, принудительно ее туда поместили, она не хотела. Я к лечащему врачу обратился, говорю, вот я считаю, что она, ну, совершенно не больна, да, то есть не похожа на больную. А диагноз был МДП, маниакально-депрессивный психоз, то есть это не шизофрения, потому что шизофрения, она, ну, часто ее можно так визуально как бы определить, потому что это расстройство интеллекта. А МДП это расстройство воли, то есть человек не умеет управлять своей волей. И, говорит, вот действительно она больна, то есть вот хоть она, видимо, не видно, что она психиатрически имеет расстройство, но все равно вот врач считает, что да, действительно она реально больна, и поэтому нуждается в лечении. Поэтому такой особенный как бы вид заболевания есть, кроме еще МДП, маниакально-депрессивного психоза. Есть еще там паранойя, ну, другие расстройства. Поэтому так, на взгляд, навскидку определить именно это расстройство МДП невозможно. Ну, а потому как София набрала вес, можно предположить, что да, действительно у нее есть оно. Да? Я не утверждаю, потому что я не знаю, документов нету, запросов я подать не могу. То есть это могут сделать адвокаты, то есть обратиться с запросом, и им ответят, да, страдает ли она расстройством, да, то есть психиатрическим, или не страдает. Это тоже немаловажный факт, и я бы рекомендовал адвокатам Зинченко подать такой запрос по месту ее регистрации, ну или жительства, да, то есть состоит ли она на психиатрическом учете. Тоже было бы интересно узнать, потому что ее поведение, ну, оно вызывает как бы предположение, да, что она действительно психиатрически имеет расстройство. Она там кукарекает или кудахчет перед судом, ну, в общем, заявляет о гильзе в голове. То есть вот такие вот вещи, они наводят на мысль, что действительно она страдает этим делом, поэтому можно было бы это уточнить в ходе процесса. Дальше. Что же дальше там? Ну, Зинченко, конечно, выглядит полным, ну, не хочется этого слова произносить, но действительно он выглядит полным лохом. В этом процессе я неоднократно указывал на ошибки в тактике юридической защиты, на то, что он не должен был бы отказываться от Немировского, который инициировал значит,
действия такие, да, по доказательствам фальсификаций. Таких действий совершено не было. То есть там, ну, первая фальсификация – это по подбросу гильзы, значит, во время осмотра места происшествия. Значит, ну, такое заявление, что ли, в ГБР подала мама Зинченко, но они ответили, что они, значит, отправляют, ГБР отправила это заявление ее в полицию, в прокуратуру, то есть, ну, для расследования в те органы, которые предположительно и совершили этот подброс, то есть совершили это правонарушение. Поэтому здесь есть момент, значит, который говорит о конфликте интересов, и, ну, то есть это совершенно неправильное действие было ГБР. Его надо было обжаловать, но этого не случилось. Я также подал заявление в ГБР на фальсификацию ДНК-экспертизы, потому что ДНК-экспертиза в контроверсии находится с адерологической экспертизой. Это первое. То есть, что значит контроверсия? Она показала наличие ДНК на стуле, на котором не был обнаружен запах, а адерологическая экспертиза показала наличие запаха на лавке, на которой не было обнаружено ДНК. То есть это контроверсия. Поэтому это надо было проверить, установить, назначить экспертизу дополнительную. И кроме того, экспертиза, ДНК-экспертиза была только с третьего раза. Она показала наличие ДНК Зинченко на стуле. Перед этим было две таких же экспертизы, которые показали отсутствие ДНК Зинченко. То есть это предположительно действительно, ну, можно сказать, что это свидетельствует о возможной фальсификации, но это нужно доказывать было. Так вот, мое заявление, опять же, было направлено в полицию, в прокуратуру, и они мне ответили, что нет, то есть мы не будем ничем заниматься, никаким расследованием. Ну, понятно, что у них конфликт интересов, а суд установит. Ну, что суд установит, как он установит? То, что я подал заявление, а никаких действий по расследованию не было, то есть и доказать фальсификацию, ну, какими-то, да, документами или актами, экспертизами невозможно теперь, да? Вот. Ну, то есть это вызывает подозрение на тотальную такую коррупцию, в том числе с участием ГБР. Значит, на это надо было указать, но, если честно, вот все сторонники Зинченко, которые входили в группу Ланы, которая сотрудничала со мной, они потеряли интерес после того, как вот прокуратура там и, значит, полиция отказала в расследовании фальсификаций. Поэтому фальсификации доказательств нету. Хотя вот мама Зинченко там клянется и божится, что фальсификации есть, что она знает, что она верит, что они есть. Ну, кроме того, что она знает, откуда она знает, трудно сказать, да? Но нужно еще доказательства. Доказательств нету. То есть это очень серьезная такая ситуация, которая говорит о том, что дела Зинченко идут достаточно не в его пользу в этом процессе. Ну, там есть действительно загвоздка такая, что ему отказали в исследовании телеграм-канала, который он считает, что содержит доказательства его алиби. Это отдельный случай. И я думаю, что напрасно суд все же не обратил на это внимание, потому что, ну, по-любому любой адвокат как бы, да, вцепится за это нарушение суда, потому что оно не мотивировано. И решение будет снесено. Если отменяется решение судей, то есть это негативно сказывается на их карьере, они теряют статус, теряют зарплату, ну, премии там и все тому подобное,
пятое, десятое. Поэтому нужно подумать было бы этим судьям, прежде чем отказывать. Но они плевать хотели на это, им где-то откуда-то компенсируют это все дело через другие механизмы. Нужно сказать так. Вот. Ну, что дальше? Дальше. Что там еще интересного будет в этом процессе? Я уже не очень... да, там, значит, вот все эти сборы, да, которые делаются в группе Мусихиной на карту мамы Елены, они говорили, что эти сборы на дополнительные экспертизы, вот, на оплату юруслуг, то есть качество, конечно, юруслуг никакое, то есть все ходатайства отклонены и были не вовремя поданы, то есть не то, что они даже по сути там не мотивированы должным образом, а просто поданы не вовремя, и в этом как бы ответственность за это лежит лично на Сулейме, который, значит, отказывался их подавать в процессе исследования доказательств. Вот, и теперь, значит, он говорит, что суд это заангажированный, поэтому заявляет отвод. Ну, это бред. Вот, надо было по ходу заявлять, и тогда бы, значит, уже не было бы такого аргумента, что это суд заангажирован. Суд есть суд, да, он как бы все эти финты с непосещением судебных заседаний, они, конечно, суд вводят как бы в такое, сердят судей, да, поэтому они и решили 3 подряд сделать заседание, чтобы уже добить до конца это дело. В результате Зинченко отказался давать показания. Ну, хотя нельзя было ему отказываться, с моей точки зрения. То есть даже в отсутствии адвокатов физически в зале суда нужно было бы давать показания, значит, требовать телефон, пытаться открыть телеграм-канал, пытаться показать свое алиби. А так все это, значит, закончилось таким фиаско, да? Фиаско процессуальным. Что там будет дальше? Ну, сейчас какие-то еще, может быть, они придумают доказательства, может быть, предоставят результаты экспертиз, если таковые у них есть. Ну, и перейдут к дебатам, хотя уже дебаты анонсированы и Софией, и стороной обвинения, но пока еще суд не перешел к стадии дебатов. На дебатах уже ничего не решается, да, то есть никаких доказательств не представляется. Хотя в процессе дебатов можно опять вернуться по решению суда к исследованию доказательств. Даже когда суд ушел в нарадчую кимнату, то есть в совещательную комнату, тоже может он вернуться к исследованию доказательств. Вот, поэтому, ну, как бы еще не все потеряно, но потеряно очень и очень много. Ну, конечно, опыт такой ценой, которую получили и мама, и папа, и Мусихина, да, ну, я их поздравляю, что они такой опыт получили, что они заявляли, что Табаков немножко немножко, да, а совершенно не квалифицированный, но оказалось, что да, действительно они получили такой опыт, и теперь горькими слезами Татьяна Мусихина там обливается, показывая свою голую грудь, значит, в экран, колено там, я не знаю, что она там еще бы показала, если бы не вот эти вот жалобы на ее с блокировкой каналов.
Ну, а блокировка канала, конечно, для нее это приоритет, потому что она получает оттуда денежку. Вот такие вот дела. Посадят или не посадят? Я сейчас не берусь говорить. Ну, во-первых, кроме всего прочего, да, я бы рекомендовал Зинченко и стороне защиты подать ходатайство о привлечении к участию в деле присяжных, которые обязаны были бы быть в этом процессе, если бы не было военного положения. Но насколько оно критично, да, вот это вот военное положение для Львова, почему отказано в присяжных, да, то есть они, во-первых, не заявляли, да, а надо бы заявить, потому что отсутствие присяжных, которое обосновывал прокурор Петлеваний, оно обосновано не законом, не процессуальным законом, а каким-то там, я не знаю, чем они обоснованы, какой-то постановой левой, да, которая не является законом, а должно быть обосновано законом, и это является ограничением прав. То есть такие дела, когда грозит пожизненно, они должны рассматриваться с участием присяжных. Поэтому стоит подать ходатайство о привлечении присяжных. И тогда слушание можно опять начинать сначала. И это будет, ну, так сказать, некая победа стороны защиты. Ну, и если на это пойдет, опять же, Сулима, если он опять не навешает лапши этим несчастным родителям и этому, ну, не знаю, как назвать, этому Зинченко, да? Вот. Поэтому, что же там может оно в результате получиться у них или не получиться. Но мы посмотрим. То есть 22 апреля у нас следующее судебное заседание. Это как раз день рождения главного врага Софии Особы Владимира Ильича Ленина, да, и главного друга, значит, Ирины Фарион, в партии, основанной которым она состояла. Поэтому тут какой-то диссонанс, да, то есть Фарион была в партии коммунистической, да, а прикидывалась националисткой, или наоборот, что она прикидывалась коммунисткой, а была националисткой, трудно понять. Ну, кроме того, она еще там на 100-метровку бегала. Вот. Но это уже отдельный разговор. Я не знаю, насколько националисту можно участвовать в таких мероприятиях, спортивных, что ли, да? Ну, или коммунистам. То есть я тоже не понимаю, что там происходило, но говорят всякое, да, что там вот мало того, что еще откуда взялась эта София, значит, тоже можно было бы, конечно, провести эксгумацию, сделать ДНК-тест, и является ли она дочерью, да, биологической. Но это не повлияло бы никак на ее статус, то есть процессуальный, но тем не менее было бы интересно узнать. То есть взять ее ДНК, сравнить с ДНК Софии и узнать, дочь она или нет этой Ирины Дмитриевны. Вот такие вот вещи. Ну, это я вам рассказываю соображения или мысли, да, юридические, они такие, ну, выглядят жестко, да, жестоко, даже неморально, да, то есть вы что, как можно, значит, такие вещи, значит, это же, значит, ее маму убили, это же она вдова там и все такое, но юристам не положено по статусу обращать внимание на мораль, то есть юрист действует в рамках права, право это не мораль, то есть, ну, а что сказать с Фарион, да, то есть она, ну, София заявляла, что Фарион якобы победила
этот протест, который был возле Львовской политехники, когда ее уволили за аморальный поступок. Это, значит, дело о ее победе тоже мной было освещено. Я читал решение суда. В чем же там состоит это решение? То есть, что ее восстановили. То есть, значит, она была уволена еще раз за аморальный поступок. Вот, полномочия признать поступок преподавателя аморальным – это полное, стопроцентное полномочие, значит, учебного заведения. Даже суд не имеет права признавать или не признавать поступок аморальным. Вот. Поэтому суд принял решение, что этот поступок как бы аморальным, то есть он остается аморальным, но не настолько аморальным, чтобы быть несовместимым с пребыванием, дальнейшим пребыванием человека в должности, в преподавательской должности. Это абсурд. То есть тут суд явно превысил свои полномочия. Вот. И если, значит, признан поступок аморальным и несовместимым учебным заведением, то так оно и есть. А то суд выносит решение. Поступок аморальный. Ну, читайте решение, если кто сомневается. Поступок аморальный. Или смотрите мои видео, я там демонстрирую это решение. Поступок аморальный, но не настолько аморальным, чтобы быть несовместимым с пребыванием, дальнейшим пребыванием в должности. Поэтому ее восстановили. Никакой победы нету. Была аморальность поступка, то есть зафиксирована. В чем аморальность? В том, что она оскорбила воинов за русский язык. Была аморальность? Была. Значит, то, что она, значит, обнародовала персональные данные студента из Одессы. Аморальность была? Была. И, то есть вуз пошел на это. Если бы не омбудсмен, да, который, значит, обратил на это внимание, то так бы оно все бы дело и висело. А так действительно поступок аморален, да, и он не может быть признан, значит, этот поступок не может быть признан общественной деятельностью, в связи с которой, которая вменяется Зинченко, то есть за убийство за общественную деятельность. То есть если деятельность расходится с государством, с позицией государства, то это не общественная деятельность, это антиобщественная деятельность, то есть это аморальный поступок, и он был совершен Фарион, и это зафиксировано в решении, в том числе и суда. Так что никакой победы, друзья. Берите на вооружение, берите это решение, присоединяйте к материалам дела и смотрите, что поступок Фарион, за который ее уволили, это аморальный поступок. Да, и он не может считаться общественной деятельностью. Ну, я как юрист это говорю, тут, значит, я не превышаю полномочий юридических, да, то есть полномочия признать аморальным поступок – это полномочия учебного заведения. Вот такие вот у нас делишки, да, ну, а дела, так сказать, у Петлеванова. Чем он закончит? Ну, вот видите, да, то есть они даже не могут определить мотива человека, который стрелял там в Киеве, расстрелял 5 и 15 еще ранил. Короче, это вообще трудно объяснить. Ну, он из Бахмута, да, то есть, может, он обиделся на то, что Бахмут сдали. Может быть. И мстил таким образом, значит, гражданам Украины за то, что они тут живут в своем городе, да, а никак не освободили его родной город Бахмут. Поэтому он вышел и сделал эти выстрелы. Военный человек, то есть военный пенсионер. И, ну что, там еще 2 мента разбежались. Это вообще, ну, показатель достаточно яркий.
о том, как они защищают людей. То есть, когда они там бусифицируют, да, они там не стесняются, налетают толпой, а тут они в рассыпную. То есть в разные стороны, и ребенка 12-летнего оставили без прикрытия. Вот такие вот дела. Достаточно. Ну и мотив, то есть в чем же прикол этого всего стрелка, который там это осуществил. Прикол стрелка, значит, в чем же он состоит? Ну, еще раз повторю, он же из Бахмута, да, и говорят, что нужно как бы внимательнее относиться к людям, которые имеют право на владение оружием. Он имел пророссийские взгляды, то есть это уже было установлено, да, в переписке. Ну, экспертиза еще не проведена, но предварительно, да, приблизительно, что он имел пророссийские взгляды. Они как-то формировались, эти взгляды. Человек, значит, имел, ну, какое-то негодование на происходящее, да. То есть, может быть, он жил в Украине, значит, ждал, пока, значит, Украина освободит свои территории, и уже терпение его, ну, можно сказать, лопнуло, да, и он, ну, бывают такие военные, да, которые, ну, я знаю одного афганца, да, у него срывает крышу, и он начинает просто под теми препаратами, которые пичкали бойцов, он начинает действовать, то есть они уже насмотрелись настолько там в этом Афгане, то есть этот афганец мне рассказывал, что они летели на вертолете, да, то есть туда запихивали этих афганцев в вертолет, взлетали, а потом их сбрасывали с этого вертолета, и они падали, разбивались эти, ну, душманы они их называли, душманы разбивались насмерть. Вот такие вот дела они творили. И, конечно, психика у этих людей, значит, он, ну, я знаю, что лично он убил свою сожительницу, то есть просто избивал. И в конце концов убил. Он рассказывал, да, что там их перед боем или после боя, там, ну, в процессе этого, да, их дают им определенные препараты, таблетки там или что-то, да, и они идут в бой совершенно под этим самым, не имея стопа, да, то есть того страха, который обычно присутствует у людей в нормальном состоянии. Поэтому вот они, может быть, там где-то настоят на учете такие люди. Но, в общем, не знаю, что было с этим военным, бывшим военным, который убил вот этих людей и ранил стольких. Ну вот все, о чем я хотел рассказать, друзья. Поэтому так, кто-то заходил в эфир, кто-то выходил из эфира. Можете попытаться еще раз это сделать. Так, я сейчас попытаюсь громкость, что-то тут с громкостью. Да, громкость сигнала. Давайте, присоединяйтесь, кто там. Да, поговорим, если что. Ага, слушаю, да. Да, есть что сказать, что спросить. Но пока не слышу я вас. Что опять со звуком что-то.
Не слышу ничего. Ну ладно, поскольку я не слышу, то, может, кто-то не говорит, то включите микрофончик себе, говорите. Кто тут у нас? Светлана. Да, ну ладно. Ладно, тогда будем завершать эфир. Спасибо всем присутствующим, всем, кто слушав. Доброго дня. Я б вам хотіла спитати вас, я там ніхто, ну хотіла би знати за В'ячеслава, тому що мені дуже шкода цієї дитини. Я далеко від нього, ну я дивлюся всі суди, і мене душа і серце розривається за цю дитину. Я не знаю, чи він там причетний, чи він там не причетний. Так что вы хотели спросить? За В'ячеслава і за Фаріон. Чи він там винуватий, чи ні? Ну, вину устанавливает суд. Суд устанавливает вину в соответствии с законом, это первое. И второе, по внутренним убеждениям. То есть в соответствии с законом там есть, ну, с моей точки зрения, обоснованные сомнения в том, что вина его подтверждена доказательствами в рамках обоснованного без необоснованного сомнения. То есть есть обоснованные сомнения в том, что доказательств недостаточно. Поэтому это что касается законности решения, то есть в рамках закона. Второе это личные убеждения, да, то есть судей. Какие у них личные убеждения? Ну, вони там показували і камери, вони там показували і то. Ну, мені кажеться, що там зовсім друге обличчя людини на камерах було видно. Я спостерігаю все. Ну, то, что кажется, это, конечно, нужно подтверждать доказательством. То есть понятно, что есть там экспертиза, не экспертиза, а рецензия на экспертизу, которую подал еще Немировский, и там доказывается, что экспертиза не может быть признана неопровержимым доказательством. То есть любые сомнения должны трактоваться в пользу Зинченко. Но вот эти все дополнительные как бы экспертизы, которые ходатайствовал и Зинченко, и Сулима, они были отклонены, эти ходатайства, и дополнительных экспертиз не было проведено. Значит, что касается вот этого совпадения, да, то есть Ряжина. Но еще я хочу напомнить, там в одном из своих видео недавних я рассказывал о том, что даже не подтверждено, что это именно Ряженый совершил этот выстрел. То есть дело в том, что оба свидетеля, на которых опирается, это Дума и Бабюк, обвинение, они видели Ряженого только в момент, когда он убегал после выстрела. Значит, не с самого момента выстрела, не то, как он приближался к Фаріон, эти свидетели не видели. Камера тоже, вообще камера не показывает, как он выходил из арки для совершения выстрела. Там то ли не видно вообще, да, то есть он выходил с той стороны арки, которая не попала в объектив камеры, либо он вообще не выходил из арки, то есть он туда зашел, а свидетели просто лжесвидетельствуют о том, что они видели этого Ряженого. Ну, то есть в любом случае этот Ряженый, значит, нету таких неопровержимых доказательств, что именно он совершил этот выстрел. Тем более, что есть альтернативная версия, ну, моя, о которой я говорил, это версия о том, что на заднем плане, там в камере, когда слышишь вот я бачила звук выстрела, да, на заднем плане там красный автомобиль отъезжает. И вполне может оказаться, что именно выстрел был сделан именно из этого красного автомобиля. То есть это как бы альтернативная версия, которая не опровергнута, значит, обвинением. Поэтому вот нужно как бы было бы
и Зинченко, и стороне защиты указать на это. Но пока они, значит, заняты чем-то совершенно другим, абсолютно, ну, так, как-то так. Мені дуже шкода дитини, і я дивлюся на поведінку дочки, як вона себе веде, мене це нервує. Я там не знаю ні дочку, ні В'ячеслава. Я просто спостерігаю за судом. Я далеко, я роблю в Італії. Просто я спостерігаю за судом, я сама жінка з України, я з Чернівців сама. Ну мені просто шкода дитини. Понимаєте, я теж маю своїх дітей, я виростила 2 дітей сама, і мені щось шкода чужої дитини так, як і своєї. Чому ця дочка робить такі сцени на суді? Хто їй так дозволяє? Хто таке? Вона приходить в темних очках з таким лицем, починає його обзивати В'ячеслава. Хто там дає таке поведінку дочки, таке розрішення себе вести на суді? Це як цирк. Це не суд, а цирк уже, настоящий цирк. Смотрите, да, то есть вот в этом моменте, то есть я как-то обратился, да, с жалобой на ее поведение в суде в І мэрию. сидить вона в темних очках. В мэрию. Вона що закриває свої глаза? Від людей? Ну, вот слушайте, Від то есть брехні фальшива. в мэрию Львова я подал жалобу на ее действия как держслужбовца. То есть у них есть там кодекс, моральный кодекс, то есть кодекс чести держслужбовца, который запрещает дискриминировать людей в зависимости от языка. А она явно прямо в зале суда, Так, значит, так. Я этим всі занималась. суди спостерігаю. Вот. И знаете, мне мэрия Львова не ответила, хотя это их сотрудник. Значить, бо там тобто що-то є скривається. Там Просто що-то скривається. проигнорировали и все, да. То есть для них это как бы, ну, знак такой, что да пошел ты, да, со своими жалобами. Мы не будем отвечать, ты для нас никто, ничто и звать тебя никак. Примерно такая Знаєте, позиция. Да. Так. Ви знаєте, що я вас хочу попросити? Так як ви юрист, так як ви то. Якщо ви можете з чимось допомогти, поможіть. Будете мати від Бога дар. Того, що там не причетна ця дитина. Мене просто шкода мені тої дитини. Ви подивіться, мама, яка замучена. Мама його, яка змучена. Мені шкода і мами, і той тато воює. У мене зараз теж син на війні. І тато воює. У мене теж син на війні. Я просто сочувствую тому татові, мамі, а дитині в тюрмі. За що та дитина сидить? Ну, смотрите, Светлана, там у них есть группа поддержки, с которой сотрудничает мама. Вот. И Мусихина Татьяна. Это значит, Мусихина Татьяна просто, вы говорите про Бога, да? Она просто публично совершала ритуал с колдовскими такими пасами, да? Она рвала мое изображение, значит, сжигала его, там какие-то читала колдовские такие заклинания, значит, это первое, да? Я в це не вірю. Я вірю в Бога і все, що мені Бог дасть, то Ну, вот это группа поддержки. И мама Зинченко, она занимается по своей профессиональной деятельности оккультизмом. То есть она преподает вот эту оккультную науку в виде танца, да, в какой-то там школе особенной. Поэтому они, ну, как бы, то есть по поводу Бога, да, очень далеки. Но дело касается В'ячеслава. От мені шкода дитини. От мені, то, що вони займаються, не займаються. Да, вони собі будуть мати свої, и этот момент, вот для меня, например, да, то есть я так понимаю, что этот В'ячеслав, он, ну, то есть его родной язык русский, да, то есть он на нем свободно разговаривает и мыслит. То есть и может быть вот то, что он себя, как бы, он представляет себя человеком, который отказался от своего родного языка, который он использует язык, на котором он не свободно мыслит и общается, это является препятствием. Но он, тем не менее, по настоянию его адвоката Сулеймы, да, он, значит, из себя позиционирует националиста, там бандеровца, еще там кого-то, кого не попало. И если бы он, например, честно сказал, вот я русскоязычный, пожалуйста, дайте мне право, значит, высказывать свои мнения, да,
нас на моем родном языке, которым я владею. А так он бубнит там что-то совершенно... Я не слышу даже, что он там пытается сказать. Я, как юрист, я прислушиваюсь, по 5 раз переслушиваю, и это выглядит смешно, как бы, да, то есть человек совершенно не... То есть я вот как юрист когда-то, значит, я тоже выступал в судах, да, мне приходилось говорить на украинском языке. И вы знаете, то есть в динамике этого, то есть там же состязательный процесс, да, в динамике ты проигрываешь, если ты не говоришь на родном языке. То есть поэтому это первое, я хотел бы сказать. И тут еще с точки зрения божественной, почему это важно? Потому что это родной язык, язык отца и матери. Почитание отца и матери, в том числе и предков, да, их языка, это 5-я заповедь, за которую положено, значит, благо и долголетие, да, как в законе написано Божьем. И если он отказывается от этого, да, то о каких благах и долголетии можно идти речь? Он просто жертва. Он жертва, и он сам, может быть, не понимает, что он становится жертвой вот этого своего предательства, своих корней, ну, можно так сказать, если ви розумієте, о чому я. Так. У мене теж, я дітей воспитувала сама, тому що в мене чоловік помер, коли мені було 35 років. Я підняла своїх 2 дітей сама. Коли мені було вже важко, я лишила 2 дітей на Україні, і я виїхала була в Італію робити, щоб підняти далі, продовжувати піднімати дітей. Дочку поставила старшу до роботи в больниці робити і приїхала сюди. І в мене менший син мав 12 років, як я приїхала в Італію. І в мене теж він розмовляє українською, а деколи і російською. І я з ним не раз сварюся: Сашка, давай будемо розмовляти українською мовою. Він: мамо, ну я привик, ми в школі вчили русський язик, і ми преподавали нам русський, і я деколи привик і так і розмовляю. Ну він общається по-русски, ну він за українців. Тому що він воює зараз на війні за Україну. Але деколи він заносить русські слова. І я ругаюся з ним. Тут немає правди, тут немає нічого такого, як ти розмовляєш, як ти общаєшся, чи українською, чи русською. Це нічого такого страшного нема. Ти май в душі і коло серця. Оце основне. Да. Дякую вам і вибачайте. Да, Может, я что-то не так сказала, выбачайте. Все в порядке, да. Человек может сам самоидентифицировать. Я, например, этнический болгарин, да, и я имею родным языком русский язык. То есть, а русский язык, он имеет прямое, как бы, происхождение от староболгарского языка или церковнославянский. Это, как бы, такое лингвистическое научное утверждение. Вот, поэтому я спокойно отношусь к... наша держава, первая христианская на территории Украины, это старая Великая Болгария, 7 век. Значит, территория Поднепровье, Приазовье, Дон, Крым и Кубань. Вот такая территория в 7 веке была государство Великая Болгария. Наш хан Кубрат, который лидер этой державы, он похоронен в Полтавской области, село Малая Перещепино, Новосанжарский район. Все болгары это знают, но в школе украинской об этом замалчивают, то есть не учат, что мы, как бы, наша государственность в том числе происходит не от государства Рюриковичей, которые убили Аскольда, да, то есть Олег же убил Аскольда, а от государственности Великой Болгарии. Вот о чем бы хорошо было бы преподавать в школах, но этого нету. Ну, вот в том числе, вот с моей точки зрения, связана вот эта трагедия с конфликта, с войной этой, с Россией. Они же там, ну как вам сказать, они там потомки финно-угорских племен. Чудь, Меря, Весь, Мурама, там еще что-нибудь такое, Эрзя. Вот. И эти племена начали использовать церковнославянский язык для общения, который потом стал русским языком. То есть они подверглись лингвоциду с помощью принудительной христианизации и лингвоциду вот этим староболгарским языком. Они считают русский своим,
а на самом деле русский это наш. Ну, вот такая штука. Так. Ну, дякую. Якщо ви можете щось допомогти цій дитині, Да. то поможіть. Міра, Тому що мені дуже обідно, коли Софія починає обзивати його. Понимаєте, вона є фальшива дочка. І чому її не візьмуть на детектор зараз? Вже скільки тягнеться? Ну візьміть уже. В мерах возможности я буду стараться что-то там, ну, как бы действовать в пользу правосудия, чтобы оно было совершено. Значит, но, значит, вся вот эта пока ситуация, она выглядит не в пользу правосудия, то есть в том числе и с позиции судей. Там підкуплено, там 100% що то підкупила Софія. Тому що я таке, знаєте, общаюся, я за коментарами спостерігаю, що пишуть, то я таке чула, вже давно це було, що Софія з мамою раніше не говорила, вона була посварилася. Оце я чула, теж. Да. Ну, не Ну, знаю хорошо. точно. Да, Я не буду спасибо. накльопи. Дякую вам і вибачайте. Дякую Да, вам, всего дякую. доброго вам, да, всего Доброго дня. Да. Доброго дня. Вам так, Доброго так дня. же. Так же.